Дорогие друзья, всем большой привет! В сегодняшнем видео мы поговорим о оружии ближнего боя, а точнее у нас сегодня будет в разборе участвовать ручная мясорубка, или она же Сайга, и МП7, самая топовая ППшка по скорострельности. Также в этом видео мы с вами разберем плюсы и минусы обоих стволов, ну и посмотрим, как они себя ведут в игре. А также, ребят, хотел бы посоветовать свой телеграм-канал. Там я выкладываю анонсы стримов, игровые новости, и там вы всегда можете найти себе напарника для игры. Ну а мы начинаем. Так, ну что, ребят, пойдем мы с вами вот в таком сетапе. Сборочку на МП7 я покажу уже в конце видео. Как раз тогда мы будем разбирать с вами плюсы и минусы ее и Сайги. Поехали. Со всех сторон кипиш. Поднимем чувака. Hang in there, buddy. Вроде раздетый был. Здорово, друг. Это я так, ради своей безопасности. Чисто извиняюсь, жесть. Ты меня слышишь? Если что, помахай хотя бы головой там. А, ну все, окей. Сейчас посмотрим, как она на дистанции будет себя вести. Boys, let's move. Нормально ведет себя на дистанции. Этого поднимем тоже. И одного, и второго. Hang in there. You're gonna be fine. Ну вы чё, ребят, вам что делать нечего? Вы тут стреляетесь. В рейтинг надо идти. Так, ну вот, видите, она себя очень даже неплохо показывает. И на дистанции, и в упоре. Сейчас быстренько пролутаемся. Ребята, кто заходит на баф? Не мешайте другим играть. Зайдите в рейтинг, посоревнуйтесь там. Но разброс у нее, конечно, не маленький. Она вот именно для ближнего боя. Разброс у нее, конечно, так себе. Так, вдруг у меня пульки кончатся, да? А марики придут. Мы возьмем вот это. Даже вот это, наверное. Перезарядим это все. Энергетик. Энергетик это хорошо. Ну, он прям заходит, реактивно что-то там пытаются пролутать и все. И выходят. С кого-то заберут еще походу. Не делайте так, друзья. Это лишнее. Удачи. И тебе удачи, братуха. Ну, вон, видите, жирную комнатку типа забрали, и все, и хорош. Аккуратней, друзья, аккуратней. Медленно, но уверенно надо играть. Понятно, это был бот. Сука. Я вернусь за тобой. Тебе наступишь нет, братишка. Вот бы меня не отвлек, вот было бы здорово.
Отдай, сука. Это все мое. И это. Все мое. Что за люди? Прям не знаю. Если кто не знал, ребят, красный лазер чуть похуже себя показывает. При стрельбе от бедра. Кто-то похуже силы сидит. Не стрельбы, не звуков. А мы чё? Мы как всегда в своем репертуаре. Слышал топот? Ага, уже кого-то привалили. Дверь закрыта. Сырьевая, рядышком, да. Ну тут не особо, я бы чтобы он прям сказал, что лежит. Ну да, колечко, ну и все. Вот не топает. По звукам бот. Так, да, сырьевая, я отсюда спущусь. Вот херово заработать, все, мы не пойдем сверху. Чётко. Чё ты крался-то? Hang in there. I'm coming. Nothing here. Over. Братан, надо лазер выключать, когда это крадешься. Я тебя по лазеру спалил и по шагам, сейчас же звуки нормальные, тебя же слышно. Ты меня слышишь? Не слышит, походу. А, нет, слышит. Ты на производственной? Нет, не ты. Значит, у нас еще друзья. Диспетчерское здание А. Есть движение сверху. Вот так, если что, ребят, обходить, то не знал. Все, ничего в ней. Патроны она крайне быстро выплевывает. Шел угу и чекнул. Видите? Огонечки выстрелов. И где-то босс еще по звуку. Нет, босса нету. Ребят, кто не знал, тут всегда лежит рюкзачок. Когда заходишь на карту, он вполне неплохо помогает, особенно когда заходишь голый. Ну, товарищ хотя бы в курсе застойки, уже интересно. Выходи, братан, я тут выйду. Напугал, зараза. Вот. Тебе там помочь? Если кто не знает, это был байт. Четко. Не благодари, не благодари. Так, ребят, ну с Агой пойдем вот в такой сборочке. Разберем ее в конце уже. Поехали. Ребятки, патрон, если что, у нас АПшный. С ним лучше стрелять прям в упор. Сразу скажу, что он прям без вариантов не прощает. Если в упор не можете вести огонь, тогда
используйте прицельную стрельбу. Сейчас покажу, как с прицела она убирает. Без вариантов. 2 патрона, причем в тулово. Но это 3-й броник, ладно, допустим. Нам с вами лучше играть в ближней дистанции. Не забывайте об этом. В рейде не забывайте нет да хавать. Хотя 2 патрона в корпус. All units, search for targets. Search for targets. This is Alpha Team. We've got enemy visuals. Приближаемся. Enemy visuals. Сразу осматриваемся. Очень это все интересно. Где люди? Марики уже должны зайти. Да, марики зашли. Это ботяра. Bravo to HQ. Intruder spotted. I need backup. Хорошая текстура. Stop Качественная. hiding. На шифте никто не бегает, как слышите. Stop hiding. Stop. Boys, let's move. А вот теперь бегает. Stop hiding. Тоже не бегал, он просто зарезался рядом. All units, Ладно. search for targets. Search for targets. Переключись ты на оружие. Сидун, ваншот, ванкилл. По ножке мне попал. Видите, 1 патрон. И бронька отлетает просто. Половина 5-й брони улетела. А он мне по ногам попал, скорее всего, от бедра. Так, ну а теперь перейдем к разбору плюсы и минусы обеих стволов МП7 и Сайга. Будем начинать. Погнали. Так, ребятки, что касаемо Сайги у нас, значит, получается, самое главное это глушитель и приклад. Сейчас покажу, какие должны стоять. Приклад обязательно мы ставим 2, потому что он нам дает горизонтальную устойчивость, и каждая дробинка будет лететь кучнее. Ну а насчет магазина, тут на свой вкус. Я раньше бегал с 10-очкой всегда на 10 патронов. Но бывает не хватает вот прям чуть-чуть, особенно когда встречаешь ЧВКшников.
на фул броне, на фул патронах. Бывает, не хватает буквально пару пулек, чтобы догасить типа. Вот, но это, конечно, при условии того, что у вас активный файт, что он не стоит на месте. А так 2-3 патрона в голову и любой 6-й шлем отлетает. Также бы хотел сказать про рукоять. Не обязательно ставить ВГ-1. То есть вот эту вот. Она дает эргономику повышенную. В большинстве случаев вы будете стрелять от бедра. ВГ-2 рукоятка дает ничуть не хуже горизонтальную и вертикальную отдачу, но эргономику снижает немножко. Это не проблема. Если прям хотите заморочиться, вот рукоять УГ. Пожалуйста, эргономика будет на месте. Но я советовал бы вот использовать ВГ-2. Переходим к МП-7. Так, значит, МП-7 у нас представлена вот в такой сборке. У нее при прицельной стрельбе оптимальная отдача, но все равно некоторые пульки разбрасывают достаточно сильно вправо. Но это как бы не проблема. Лазер ставим на ваше усмотрение. У меня стоял вот этот вот, по-моему, до тех пор, пока я не подарил эту МП-7. Ну, это мелочи. Вот, и рукоятка точно так же ВГ-2. Эта рукоятка ВГ-1 нам нужна только для эргономики. Эргономика, еще раз повторяю, повышает скорость вхождения в прицел, поэтому не парьтесь по этому поводу. Вот, приклад стандартный, обязательно. Ну и вишенка на торте — это магазин на 40 патронов, потому что бешеная скорострельность, самая большая среди ППшек. Именно этот магазин должен стоять на ней и также в запасе. Так, что касается минусов обеих стволов. Давайте начнем с МП-7. У МП-7 у нас колоссальная скорострельность, но она не прощает неопытных игроков. То есть, если вы хотя бы чуть-чуть промазали, она выплюнет половину магазина за этот промах, и вы не добьете оппонента, вам тупо не хватит патронов. Также к плюсам относится, что у нее есть 5-е пульки, это прям топ. Со своей скорострельностью даже при маленьком зажиме в голову она стирает 6-й шлем любой, Л, без разницы. Теперь минусы сайги. Это, конечно, патрон. Патрон розовый, который АП. Он вполне неплох, он даже хорош на ближней дистанции. Ломает броньку просто с 2 патронов. Если чувак, не дай бог, в 5-м шлеме, 2 выстрела в голову, все, ваншот. Вот, но этот же патрон, обратная сторона медали, разбираем. Он очень-очень плохо регает на дистанции. То есть летит мимо, регистрации попадания нет. Это такая задумка игры, я так понимаю. Вот, поэтому на дистанцию нужно использовать черный патрон. На милифайт розовый. Это запомнили. Больше минусов у сайги нет. Скорострельность прекрасная, автоматический режим огня. Ни у одного дробовика такого нет в нашей игре. Так, ребятки, с этим разобрались. Хочу попросить вас прожать свой царский королевский большой жирнючий лайк, прокомментировать данное видео и подписаться на канал. Всем до связи, всем пока.